Всем приветики! С вами Милис, и мы продолжаем играть в Сибири The World Before мир до. Так что, если тебе нравится это прохождение, не забудь поставить свой царский лайкосик и подписочку на канал, если ты здесь первый раз. Так что, приятного просмотра, надевай наушники и поехали! Так, все, что нам осталось, это просто выбраться из этого туннеля. Так. Туннели, пещеры и где мы только здесь не обитали. Вообще в тюрьме мы были. Так, сейчас, я так понимаю, мы разгонимся. Сюда! Кажется, нас уже нашли. Регион. Железная тайга. Зима. 2004 год. Ого. Вот мы и в зиме. Ух ты! Какая красивая картинка-то, ё-моё. Не поняла, чем мы так резко рванули куда-то. На билет в Нью-Йорк, который, мне кажется, просрочился. Так, паспорт, карта, монеты, рисунок. Похоже на нашу героиню. Первую, музыкальную. Вейген. А, мы сюда направляемся. Ваген, цветочный квартал. Уже 5-й год. Как время-то быстро летит. Ваген, цветочный квартал. Около года спустя. Мисс Уокер. Мисс Уокер? Да-да. А, наконец-то. Ого. Простите, фрау Вагнер. Я задумалась над расшифровкой. Все в порядке? Вот что я нашла. Может, это поможет найти магазин, который вы искали. Спасибо, фрау Вагнер. Большое спасибо. Не за что, милая. Если что, я буду у стойки. Я на секунду подумала, что она в платье и как прилежная дама с тех веков. На самом деле у нее волосы отросли, она стала такой девочкой. Во время игры задача записывается в дневник. Нажмите, чтобы открыть. Что нажать?
Ага, хорошо. Так, в поисках Кейт Опер, отчеты Ника Канта. Так, ну это вроде новенькое у нас, но это еще не все. За взятку мне удалось узнать то, чего я больше всего боялся. Мисс Опер узнала, что ее мама умерла в прошлом году. Она не простила себе, что не смогла быть на похоронах, и даже сокатница не смогла ее успокоить. Боюсь, горе скоро сведет ее в могилу, если только мы не найдем способ вернуть ее в сознание и дать выплакаться. 30 декабря. Дорогая мисс Фостер, с превеликим удовольствием спешу сообщить, что мисс Уокер сбежала из шахты. К несчастью, если верить охране, ее сокамница не пережила бунт. Что ж, беглянке предстоит оплакивать еще одну смерть. Так, письмо от Оливии, билет на самолет. Оливия отправила мне билет до Нью-Йорка. Что если... Нет, об этом не может быть и речи. В смысле? А может, он не просрочился? Ну, это письмо мы читали, это мы знаем. Так, в принципе, музыкальное сердце, исследовать, покинуть, побег, использовать телефонную книгу со столика в комнате отдыха. Хорошо. Так, что это? Ладно. Начну с магазинов с фамилией Мюллер в названии, где могут торговать товарами для художников. Проверьте 3 подходящих магазина, в которых мог продаваться футляр для картины. Футляр для картины? Стоп, подождите, чего? Продаваться футляр для картины. Я ж не разбираюсь. Я ж не разбираюсь, откуда я могу знать, где может вообще продаваться футляр для картины. Я в жизни не видела футляр для картины. Я только видела картины. Ломбард. Шоколад и риски. Нет, здесь точно. Это можно вычеркнуть. Нет, вряд ли здесь продаются похожие футляры для картин. Вот, да. Лавка торговца антиквариатом. Возможно, сандали, ботинки. Это можно вычеркнуть. Логично. Универмаг. Нет, не знаю. Вот, птица, еда можно вычеркнуть спокойно. Аптека, лекарства. Это можно тоже вычеркнуть. Там точно его нету. Магазин велосипедов. Купить, арендовать точно не здесь. Изысканный ресторан. В ресторане картины. Ладно, шляпу вычеркиваем. Рыба вычеркиваем. Изысканный ресторан вычеркиваем. Так, у нас всего можно проверить 3 магазина будет. Это у нас есть сейчас универмаг, лавка торговца антиквариатом подходит. Магазин Вагин, механизмы, я не знаю, ломбард еще один подходит. И все. Хорошо, тогда у нас вот. Давайте проверим антиквариат. Что насчет этого? Ага. И механизмы Вагин. Это вот ломбард. Вот, ломбард. Проверить. Так, механизмы вряд ли. Так что, в принципе, можно вычеркнуть. И поставить на универмаг еще. Что ж, с этих 3 можно и начать. Посмотрим, удастся ли убрать лишнее с помощью карты. Что? Нажми... Да! Сколько всего много найти на карте 3 магазина. Нажмите ЛБ. Я не знаю. Я не успела прочитать, что мне надо нажать. Ой, вот здесь QR-код. Так, ЛТ. Это сюда. Так, взгляд. Найти 3 магазина. Это у нас... что это? Сан-Кетсе... Чё? А какие нам магазины-то нужны? Взглянуть. R. У меня нет такой кнопки. Ладно. Ладно, все поняла. Так. Что это за магазины? Я не понимаю. Чтобы найти местоположение нужных мне магазинов, придется изучить телефонную книгу. Проверить. Еще есть такое совпадение странное, как только я выложила на канал шорт с ремонтом, как соседи начинают делать ремонт, ко мне приехали соседи и стали делать ремонт. Это капец. После этого шорта, блин, я себе испортила чуть-чуть жизнь этим, похоже. Так, я забыла, Е5. Выбрать на карте подходящий магазин. Давайте Не его выберем. сомневаюсь. Этот антикварный магазин мой лучший вариант. Надо запомнить адрес. Страница телефонной книги. Хорошо, большое вам спасибо.
Страница, которую я вырвала с телефона книги, гостиница, и, если ей верить, магазин Мюлли Лисы находится в антикварном квартале Вагина. Фу. Осталось забрать картину из номера, и я могу отправляться к антиквару. Хорошо, давай заберем. Что, может, тут что-то посмотрим? Здесь так спокойно. Со вчерашнего дня я не сталкивалась с другими постояльцами. Ну и славно, так даже лучше. Кажется, я где-то видела это раньше. В смысле? Где-то могу это видеть? Понятно, почему эту часть называют цветочным кварталом. Логично, потому что здесь много цветов. Взаимодействует. Места, почтовый ящик уйти, поиск, люди, организации. Некрологи, организации. Ой, давайте уйдем отсюда. Да ну. Ладно. Людей нам искать пока не нужно. Место мы вроде бы нашли. Читать газету, обожаю. Мне нелегальной соляной шахте найдены военные трофеи. Ага, это то, что после нас нашли, то, что мы раскрыли и оставили, так сказать, после себя. Поэтому понимаемся. Это Надеюсь, ананасик? будет так же тихо, когда я вернусь. Надеюсь, открыто. Что открыто? Камин? Так, путеводители. Может, нам пригодится какой-то путеводитель? Мы как бы здесь впервые почти... Мы как бы почти здесь впервые. Главный вокзал, музыкальная площадь, антикварный квартал. Угу, мост тумана. Хорошо, в антикварном квартале могут быть всякие ништячки, написано было. Ты чего? Ты чего дрожишь? Так, быстренько идем. Так, а где моя комната? Или я по всем комнатам буду ходить? Ой-ой-ой-ой-ой. Ладно. Что это? Так, сменить Я угол найду камеры. ее, Катюша, как и обещала. И мы узнаем, кто она такая или кем была. Так, к тому времени, как меня найдут, от меня не останется ничего, кроме костей. Однако, кого мне пришлет письмо, каждому растет моей веры и желание служить будущему. Давайте это пока оставим, пожалуйста. Тайга. Картина была спрятана в подъезде манифестора, поезд остановлен, обвал, корич. Так, это понятно, это все, что случилось. А на столе у нас лежит бриллиантик. Ладно, это не бриллиантик. Это, как мне сказали, да, для гитары эта штучечка. Отлично. Отлично. Фан-группа Катюши. С удовольствием встречусь с ними. Так, хорошо, встретишься. Дальше что у нас? Кошелек? Мизерная сумма, которую удалось скопить со дня побега из шахты. Хорошо. Вот это футляр надо забрать. А футляр ты не хочешь забрать, Мадонна? Так, ну, вроде бы больше здесь она ничего не хочет взять. Мило. Уже не помню, когда в последний раз могла позволить себе побыть в комфорте. Может, комната и не настолько уютная, как юкольская юрта, но зато сколько места. У нас что-то здесь появилось. Бумажник. Проверить. Почему ничего нету? Страница из телефонной книги и, в принципе, так, взять загадочную картину в номере. Надеюсь, это ж не она. Так, здесь у нас ничего нету. Вот это, может, картина? Вот это, ты вот это хочешь взять картину? Нет. Значит, мы просто-напросто не сюда пришли. Так, что с кроватью? Самоанализ? Как странно очутиться здесь, в Вагине,
После месяцев пути с востока на запад на мотоцикле. После странных случайных заработков то тут, то там, чтобы наскрести деньжат на эту поездку и хоть ненадолго остаться в этом гостевом доме. Повезло, что фрау Вагнер меня впустила, несмотря на мой жуткий вид и скудные средства. А ведь когда-то Марсон и Лорманд оплачивали мои расходы, как в другой жизни. Даже воспоминания кажутся чужими и меркнут со временем. Видно, я изменилась. После смерти мамы и Катюши мне так захотелось найти своего двойника с картины. Сама эта мысль словно бы успокаивает. К тому же я обещала Катюше отыскать ту девушку. Ну, видимо, теперь мы потратим всю свою часть жизни на поиски этой девушки. Ой. Ладно, давай. Так, переодеваться мы не будем, мы уже хорошо одеты. Так что... вот он. Отлично. Осталось лишь Блин. отнести картину в подходящий мне магазин антиквариата. Надеюсь, фрау Вагнер подскажет, как туда добраться. Да, думаю, подскажет. А вот эту штучку не хочешь взять? Ладно, не хочешь. Добавим документы. Новый. Добраться до антиквариального квартала на трамвае. Поехали. Так, а что у нас в дневнике появилось? Ну, еще какая-то запись в дневнике. Загадочная картина. Осмотреть квартал, прежде чем уедете. Хорошо. Значит, перед тем, как мы уедем, сядем на этот вагончик, трамвай. Надо будет осмотреть квартал. Поиск чего-то. Тут мы уже все посмотрели, так что быстренько спускаемся. О, Вагнер. О, привет. Привет, привет. Что расскажешь, бабуль? Помоги мне, Итак, как мисс добраться. Уокер, документы вам пригодились? Да. Да, и мне даже удалось найти магазин, который я ищу. Спасибо вам, фрау Вагнер. Я рада. Дайте знать, если я могу еще чем-то помочь. Какая приятная женщина. Так. История региона. Давайте узнаем историю региона. Мои поиски здесь тесно связаны с самим Вагином. Вы не могли бы рассказать немного о его истории? С удовольствием. Я думаю, всем будет интересно послушать историю. Давайте о похищенных как раз. Я предметах. узнала о женщине, которую ищу благодаря картине, которую, видимо, похитили коричневые тени во время Второй мировой. Ничего удивительного. Ваген, как и, впрочем, весь Астерталь, заняли фашисты прямо перед началом войны. Они крали, грабили и похищали, так же, как и по всей оккупированной Европе. Женщине, которую я ищу, было около 18 в 37-м. Это была важная дата в истории Вагина? Насколько я знаю, нет. Но я не историк, и тогда даже не родилась. Ого. Знаю только, что уже через несколько лет началась Вторая мировая. Так что тот год для фашистов, должно быть, был прорывным. Ведь раньше коричневые тени были просто одной из партий, рвущихся к власти. У меня есть пара вопросов о Вагине. Славно. Спроси вы о последних научных открытиях, и я была бы в тупике. Но раз речь о Вагине, то я так, кто вам нужен, милая. Так, давайте антикварный квартал. Как раз таки. Вероятно, магазин, который я ищу, находится в Вагинском антикварном квартале. Не подскажете, как туда добраться из гостиницы? Лучше всего на трамвае, мисс. Центр по большей части пешеходный, так что ваш мотоцикл там не нужен. Остановка трамвая наверху лестницы, направо от выхода из гостиницы. Расскажите мне об этом квартале. Что ж, это один из старейших районов Вагина, рабочий квартал. Мы вместе с остальными ископаемыми всеми силами пытаемся оградить его от современности и массового туризма. В других, более беспечных кварталах местным уже приходится уезжать из-за роста цен на жилье.
Если честно, я не успела толком разузнать что-то о Вагине и его окрестностях. Что мне нужно знать? Во-первых, Ваген — старый город, известный своим очарованием и культурой. Что до окрестностей, они привлекают в основном любителей гор, ведь мы так близко к Альпам. Берега Домбры, самой Там длинной есть реки в собаки. Остертале, особенно хороши летом. Так, хорошо. Давайте Я последний. могу задать вам пару вопросов о вашем гостевом доме, фрау Вагнер? О, конечно. Что вы хотите знать? Поговорим о чем-нибудь еще, если вы не против. Думаю, я еще многого не знаю. О чем же поговорим? Можно просто Пока найти? ничего больше не приходит на ум. Спасибо вам. Что ж, если будут еще вопросы, обращайтесь. Хорошо, спасибо. Душевная это моя. Очень приятная женщина. Хорошего дня, мисс Уокер. отзывчивая. Блин, побольше бы таких людей на самом-то деле в жизни. Так, Гостевой дом у Домбры. Судя по тому, что я прочла, Домбра — самая длинная река в Остертале и протекает через Ваген. а куда камера уезжает? Я же играла. Вы куда? Стойте. Ой, как красиво. Так. Теперь нам нужно подняться вверх по лестнице. На мотоцикл нам не нужен. Смотреть на него тоже не будем. Нам сказали осмотреть сначала квартал перед тем, как мы уедем. Жаль, Ладно. что почти весь Ваген — пешеходная зона. А то я уже прикипела к своему мотоциклу. Ну, зато полезнее, значит, город не такой большой, раз можно пешком добраться до любой части, видимо. Так, а это на что? Если верить тому, что фрау Вагнер мне рассказала, раньше здесь жили рабочие. А теперь, наверное, старые дома на расхват. Прямо как в Бруклине. Там размыто странное. Разработчики, там размытость была странная, цветов не видно. Проблема. Проблема. Так, тут у нас что-то есть? Нет, в принципе, ничего нет. Так, понятно. Вот где-то вот здесь должен быть идти трамвай. Хорошо, он, значит, вот тут вот. Знаменитые вагеранские трамваи. Надо посмотреть на карте, какой маршрут ведет до антикварного квартала. Так, гостевой дом. Это здесь лавка Мюллера. Вот тут вот. Значит, мне вот, ну, как бы, я не знаю, ну, как бы... Это мне надо выбрать остановку или что? Я не понимаю. Ну, ладно, так сюда, так сюда. Хорошо. Я не осмотрела квартал, прежде чем уехать, а я что-то пропустила. Блин! Ладно. Думаю, там не что-то смертельное было. Ну, не увидела какие-то, наверное, цветы. Ладно. Так, Ваген трамвай. Это как в начале ролика игры было. Роботы управляют трамваем. Ничего себе. У них интересно... Слышали, что из-за оттепели нашли в горах? На перевале Дьявола? Слышал мельком утром в новостях. Так что там такое? Они считают, что это останки времен Второй мировой, когда сеть сопротивления в Альпах переправляла беженцев в Швейцарию. Мрачное время. Да уж, не лучшие страницы нашей истории. Так вот, интересно, в городе много этих роботов, которые чем-то управляют. Вроде бы это начало всего-то 21 века, но у нас-то нет таких технологий. А вот у них уже есть. Так, антикварный квартал, 5-й год. Мы что, так быстро во времени летаем?
Или в прошлый раз тоже был 5? Ладно, без разницы. Так, кафе. Найти магазин Мюллера. Смотреть палатки до разговора с торговцем антиквариата. Так. В поисках еду. Вот. Дорогая мисс Оливия, я нахожусь в Вагене в Астерптале. Здесь мне быстро удалось найти след мисс Уокер. Она недолго остановилась вместе в гостинице, но уехала раньше, чем мне удалось ее застать. Она ни с кем не вступает в близкие контакты, не распространяет своих мотивов. Свидетели сообщают, что досуг она проводит, слушая музыкальную шкатулку матери. О, хорошо. Только мне интересная задача. Вот. Смотреть палатки до разговора с торговцем. И потом найти магазин Мюллера. Так, нам нужно осмотреть палатки, во-первых. Чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук. Обычные дома для города, судя по местной архитектуре. Ну, я так буду подходить ко всем палаткам, и ты мне будешь говорить, что здесь ничего интересного. А к вам можно, а к вам нельзя. Вот к вам можно, вот, а тут можно. Это магазин Мюллера, антиквариат. Нет, не подходи к нему, я опять провалю задание дополнительное. Ух ты, какая подушечка, то есть наволочка. И картина красивая, такая Антикварный сочная. магазин. Но не тот, что я ищу. Да? Слава тебе, Господи. А их что, тут много? Ну, видимо, поскольку здесь антикварный квартал, значит, их тут много. Так, давай дальше пройдемся. Я на лестницу могу подняться? Или ты будешь пешочком, так и будешь бегать кругами? Не могу подняться. Так, а ты кто? Магазин Мюллера? Прямо, фройлен. Не пропустите. Хорошо, спасибо большое. Так, прямо. А это что у нас? Ведро. Картина. Картина даже... Нет, газетка. я ищу другой антикварный Стекло. магазин. Так, хорошо, а зачем тебе палатки, если ты просто говоришь, что это не тот антикварный магазин? Тогда зачем это все? Привет. Привет. Будьте добры, не трогайте товары. Привет. Понятно. Судя по тому, что я вижу, магазин Мюллера должен находиться на перекрестке, в самом центре квартала. Угу. Да я-то уже поняла, что он где-то там, но мне ж надо исследовать Мюллер палатки. сыновья? Они дальше, на том углу. Вы не пропустите. Хорошо, спасибо тебе большое. Так, дальше. Похоже, шахта полностью отбила мне аппетит. А ведь вагенские пирожные... Мюлле und Зунне. Мюллер и сыновья. Я на месте. Да стой, подожди, я не смотрела все палатки. Подожди, пожалуйста, подожди, ну. Проблемы будут. Так я и думала. Значит, Ганс до Вагена таки добрался. Клеймо на сфере это подтверждает. Интересно, как использовался этот автоматон? Нужно его осмотреть. Автоматон? Если меня впустят. В смысле впустят? Тебя могут не впустить в обычный антикварный магазин? Не-не-не-не-не. Мне нужно еще посмотреть все палаточки. Сейчас, подождите. Нет, я это задание не пропущу. Нет, 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 нет.
Я то пропустила здание, вот это уже не хочу пропустить. Так, извините, у вас что-то есть для меня? У вас что-то для меня есть? Тут что-то было. Тут было что-то. Вот, Напоминает отлично. мне Юкольский базар. Порой я так скучаю по странствиям с ними. Кажется, это все прям бесполезно. Так, вот еще палаточка. Даже Саймон Стайнер не сделал бы лучше. Надеюсь, он в порядке, и его внучки тоже. Что за аутентичный квартал? Столько воспоминаний. Но мне нужно найти магазин Мюллера. Все хорошо. Давай, в магазин. Так. Что это написано? Идет Читать? переучет. Позвоните 3 раза, если дело срочное. Ну, у нас как бы дело срочное, правда? Раз. Ну, у нас вроде срочное дело. Извините, что я Вы помешала вам. Да, прости, если отвлекаю. Прости, может, простите? Ты видишь, сколько ему лет? Ты чего такая? Невежливая. Привет. То есть, Какой гутен привет? так. Герр Мюллер? Гутен так, фройлен. У меня сейчас переучет. О, мне неловко вас отвлекать, но если вы не против, я хочу показать вам одну картину. Картину? Да, портрет одного человека. Девушки, чем-то похожей на меня. Что ж, я весьма занят. Ну, ладно. Давайте. Видите? Здесь название вашего магазина. Да, марка точно наша. Но очень старая. С помощью этой подсказки я надеюсь найти эту девушку. Ясно. Я подумала, что владелец картины должен был быть клиентом магазина, прежде чем картину украли коричневые тени во время Второй мировой. Это весьма вероятно. Мы тогда торговали товарами для художников. Как видите, больше мы такого не продаем. Могу я взглянуть? Конечно. Да, конечно. Сейчас он такой, ух ты, вау! Я вам готов отдать свой особняк, дом, квартиру за эту картину. Вы Художник. что-нибудь знаете о художнике? Что ж, стиль близок к натурализму. Предсказуемо, учитывая дату. Подпись едва видна. Если я верно прочел... Нет. Имя мне не знакомо. Простите. Девушка. Мне сказали, что я похожа на девушку с портрета. Это преувеличение, конечно. Но вы случайно не знаете, кем она могла быть? Вовсе не преувеличение, фройляйн. Вы с ней и правда похожи. Но мне очень жаль. Я ее раньше не видел. А мою связь с магазином? Но как футляр мог продаваться у вас? Судя по дате, картину написали при жизни моего прадеда. Тогда у нас продавались товары для художников. А такой футляр подходит, чтобы хранить картину. В нем можно хранить и документы, рукописи, даже ноты. Это все, что я могу сказать. Жаль. Я так надеялась. Я могу сказать, где ее написали, если надо. Да? Да, в этом я уверен. Вам нужен лагерь Зильбершпигель. На фоне видно горную долину. Она над Вагеном и ведет к швейцарской границе. Ясно. Туда можно добраться на трамвае. Поезжайте на юго-восток и выходите на конечный. Спасибо. Вы так мне помогли. Учтите, от станции до лагеря путь не близкий. Я справлюсь.
Что-то еще, фролень? По правде говоря, я кое-что заметила в вашей витрине. Странную металлическую сферу, которой, наверное, подойдет механическое сердце автоматона. Да, это автоматон Фаральберга. Можно попробовать? Конечно. Позвольте, я достану. Прошу. Спасибо. Поместить сердце Оскара в сферу. Так, где наш рюкзак? Сердце. Проверить. Угу. Подожди, я хочу его... Тут хранится вся личность Оскара. Мне удалось украсть его у ополченцев, которые нашли его на границе между Барануром и Яхастаном. Теперь осталось подыскать для него подходящее тело. И тогда я смогу отсюда выбраться. Арте. Что происходит? Сдвинулась. Может, ее можно открыть? Так, ладно. Тогда уже точно в следующей серии мы разгадаем эту загадочку и поедем в путешествие на границу Швеции в горы. Так что не забудь про лайкосик и подписочку. Всем пока-пока!